Штат Техас. Город Хьюстон. Хьюстон, у нас проблема. Просто капец. Там сколько съездов, тут идут съезды. Еще на бок у меня так трак кренится. Мне стрёмно, ребята, отвечаю. Просто стрёмно. Чтобы груз там трактора, этот погрузчик этот, чтобы никак не потянуло. Он-то не легенький. Я пролупил 8 часов, остановился, потому что дальше ехать нельзя, будет violation. Сейчас стою полчасика, еду дальше. До Ласа чуть-чуть не хватило, но у меня еще было 20 минут и 17 миль. Но я не решил ехать, потому что уже поток большой, могу не успеть, и потом негде будет съехать стать. Здесь ехал, стал, полчаса жду, отдыхаю, и мне добавляется еще 3 часа, потом поеду. Вот мой трип, осталось всего лишь час 33 ехать мне. Проезжал, кстати, Хьюстон сейчас будет передо мной, вон он тут уже прям рядом город. Смотрите, какая развязка. Хьюстон, у нас проблемы, помните с фильма? Хьюстон, у нас проблема. А вот сюда я еду на самый этот берег. Берег, вот он. Вообще рядышком возле водички. Но я заземлюсь на вот этом лавсе и завтра утром к ним поеду, потому что они вообще в 7:30 приходят на работу, в 8 где-то только открываются. Вот он наш дом, и вот он мы. Очень далеко дом. Еще не скоро я домой вернусь. Сегодня 15-й день вроде бы работы моей. Выехал я 22 числа, сегодня 5, вроде бы 15. Все, жду и еду дальше. Of a line, take exit 47D on the right toward Dallas Street. Вот то, что мне еще не нравится в Америке. У пешеходов нету пешеходных переходов и дорожек. Бедный мужик. Ребят, лотерея. Сразу чувак тут распечатал и сразу знает, выиграл он или нет. Вот такие вот ценники сразу есть. Ну, я в такой не балуюсь, к сожалению. Похавать можно. Во льду сразу лежат вот такие напитки. Короче говоря, у них еще жара. Если видно на камеру, тут полный смог стоит, потому что что-то готовили. Но я не знаю, можно похавать тут что-то. Что-то, короче, позже покушаем. Все, сейчас узнаю, сюда ли не сюда адрес. Мне нужно возвращаться назад. А назад мне нужно возвращаться, потому что адрес дали не тот. Адрес не тот на загрузке, адрес не тот на разгрузке. Это просто жесть. Мне надо возвращаться в сторону Хьюстона. Это где-то 80 миль сейчас назад пилить. А я там проезжал. И я сюда приехал специально рано утром, чтобы не попасть в пробку. А приеду в Хьюстон как раз в текучку. Ого, посмотрите, а это наполовину затопленная стоит. Офигеть, она такая крутая, разбомбленная какая-то, затопленная наполовину. Да, она на мели там сидит. Наверное, у них, когда был маленький ураганчик, может быть, ее пробило, и теперь со страховкой решают даже не трогать. Здесь зелень, здесь круто, но нам надо возвращаться в Хьюстон. Сижу, думаю, где у меня замкнуло, что-то как затрещит. Я думал, электричество где-то. Это эти штуки непонятные. Недовороны какие-то, недоголуби, недоворобьи. Короче, хотите верьте, хотите нет. Это снова та же локация, снова тот же магазин, и я сижу, жду. Я вернулся снова назад. Это капец. Сказали, нет, разворачивайся, едь назад. Сейчас к тебе приедет человек и проведет тебя к адресу. Где-то здесь адрес. И это, походу, тот самый человек. Неужели? Аллилуйя. Найс. Я уже устал ждать, просто устал. Эймен. Видите, вагоны с левой стороны, а с правой стороны вон новые тачки стоят, запечатанные еще. А вот вагоны, в которые их грузят, такие высокие. Все, двигаюсь за дядькой, он передо мной. Слава богу, что разобрались. Быстренько сгружаю, но пока нового адреса нету. Сам спустил форт и сам спустил этот трактор. Он сейчас пошел там клацать, я ему показал, где реверс, где драйв. Я сам еле разобрался, тыкал все подряд. Но хорошо, хоть на ручках было написано, потому что вот эта штука же была вилы опущенные. Пока их поднял, назад сдал. Короче, все сделал, все нормально. Сейчас несу ему документы, он расписывается. Как дал в ту сторону, думаю, надо видео снять. Сейчас еще разложит его. Все, вот этот трачок стоит. Фух, я аж похудею, и мне кажется, с этими стрессами. Я ни разу не ездил на этом погрузчике. Я еще говорю на него лифтбэк, а это форклифт. Не знаю, почему я говорю лифтбэк.
Короче, все очень быстро происходит, и мозг не успевает правильно сосредоточиться. Все, ребят, идем дальше работать. Пора за работу. Как вам, здоровяк? Кто-то сильно поломался, приехал его забирать. Я заземлился на лавсе и жду продолжения трипа. С той стороны там и желтый автобус проехал. Ну это просто жесть. Он на шпагат пытается сесть и танцует с велосипедом. Видите, пацаны, у кого настроение есть, так что трак-драйверы не идите. Вот такое лирика, отступление от сюжета. Когда все надоело, хоть на счастливых людей можно посмотреть. А на месте теперь идем, ищем там, где шиппинг, надпись или офис. Тоже я офис нашел, говорю, I'm here for pickup. Она говорит, окей, but not ready. Типа не готов еще груз. Короче, взяла у меня номер, сказала, здесь стоять нельзя, еду куда-то искать. Буду где-то на заправке стоять. Как вам, ребята, температура? Не слабо, да? В Хьюстоне жара такая жесткая. Я сижу, жду, до сих пор уже 12:26, меня до сих пор не грузят. Стою на тракстапе, жду здесь. Смотрите, какая жара. Пацаны бедные развалились, кайфуют. Ну, короче говоря, жарко здесь, жарко очень сильно. Я уже на месте, видите, сзади стоят люди разгружаться. И один-единственный на загрузку. Уже здесь документы получил, все как будто бы нормально, но одного разгружает, второй подъехал, третий. Он того разгружает, этот вообще просто на пикапе подъехал. Но дело знаете в чем? Что стоит у меня в доставке, что у меня загрузка с 12 до 4. И получается, что сейчас 4:19. И дело в том, что они могут просто подойти, сказать, извините, вы не успели, мы вас не можем загрузить. И это сплошь и рядом, такое бывает. И мне придется ехать опять становиться, искать где спать и ждать завтра. Они не придут. Ты шутишь? Ждем загрузки. Я уже адрес вбил, куда мне ехать. Уже и задержки появляются, пишут. Не женские, а он дорожные. То есть уже и пик, час пик пошел. Да. Ну ничего, ждем. И на часах уже 6:11, я только буду сейчас выезжать. Все закрепил вроде бы как. А вот тут бы, может, я еще добавил одну страпу в начале, по 2 лучше кидать через 2 фита, и в конце по 2 через 2 фита. Но мне ехать всего 3 часа, думаю, будет нормально. Вот здесь было сложно очень, потому что зацепиться тут не за что. Я вот так вот кидал и соединял по одной, и в конце тоже надо 2 кидать, 2 цепи. Тоже сложно, потому что когда вы втягиваете, вот эта вот штука, она просто двигается, она залазит туда и все, опять цепь не держит, нифига. Я проеду 50 миль, остановлюсь и все проверю, потому что может быть такое, что оно уже и не держится. Очень-очень сложно было. Я весь мокрый, как кабан. Я уже размялся. Все, выдвигаемся. Доехать я не успел, но залетел на лавс, проверил все. Все цепи классные, кроме вот этой цепи, я ее только что перенатянул. Степ-дек, он ниже, из-за этой ступеньки я могу брать выше груз, а флетбед, он на такой же высоте, как моя вот эта ступенька. Уже 9:45, у меня время закончилось, больше я ехать не могу. Уже в душ зарезервировал и уже бегу сейчас в душ, уже и очередь моя дошла, круто. Такая же машинка, везет так же, как я. Ну у него подлиннее, конечно, сзади. У меня коротыши, их было неудобно, конечно, закрепить. Он красавчик. Я уже на месте, груз нормально приехал. Сзади второй парень уже подъехал, стоит. Я его обгонял, помню. Вот эта конструкция, оказывается, для вот таких огромных офисов и зданий. Стоят, они все никак не могут это снять. Сначала пытались стопками снимать, потом разрезали это, что стопки были стянуты. Теперь пытаются по пару штук снимать, но это, говорю, хуже идея, потому что они могут все попадать. У них виллы маленькие, они сразу не могут взять 2 пачки, поэтому мучаются. Я загрузился уже 4 часа почти. Очень сложное. Я больше 20 насчитал точек, где я закрывал, чтобы мне тарт не подорвало. Это просто жесть. Вот такое все оно слоями. Тут идут пруты. Не пруты, это такая тонкая железка, которая может просто разрезать мне все. Но в принципе главное, конечно, результат. Я снова весь мокрый, с меня все течет. Короче, работа, скажу честно, для мазохистов. Если вы хотите просто работать, взять груз, уехать, ни хрена.
Вы день тратите на эту загрузку, на все закрепить. У меня резинок даже не хватило, я не везде закрепил. Потом начинается вот такой тарп, видите, вообще не за что зацепиться. Иногда цепляюсь аж за верхние кольца и тащу двумя вот так вот резинками вниз. Это с той стороны я так делал, но тут даже сверху нету. Хорошо, что внизу есть. И иногда цепляюсь вот за такое, но это очень плохо. Оно порвалось с дороги и все вылетело. Но цепляться не за что. Если отсюда вернусь сюда, оно ни о чем не будет. А тут, если не закрою, будет трепаться. А если я буду ехать, оно увижу, оторвалось, выпало, тогда протяну и вернусь сюда. Короче, ребята, это просто жесть полная. Уже сейчас буду выезжать. Thanks, man. Этот мужик меня грузил. Ой. Сверху тоже сейчас вам покажу, залезу. Я тут работки сделал, просто капец. Сверху тоже все разные слоями, там тоже на каждом углу надо закрывать. Когда накрыто уже, конечно, оно намного лучше выглядит. Нужно было снять, когда было оно открыто. Это просто была жесть. Я аж звонил диспетчеру и говорю, я манал его закрывать. Давай решайте. Они говорят, нужно закрывать из-за того, что ты везешь такой груз, тут внутри палочки железные. И был случай, что палочка выпала, и человек умер. Чувак вез на траке, не заторповал, а там пленочкой, но только такой тонкой покрыто. Фух, я аж запыхался. И одна с этих штук вылетела и убила человека. Ну и все, человек в тюрьме сидеть, водитель. Такие вот штуки везу, я не знаю, надеюсь, я их не погну. Честно, работа мне пока очень сильно не нравится. Я уже думаю на что-то другое, потому что это жопа. Это жопа. Хорошо, что дождь закончился, я даже не останавливался, снова весь мокрый. Ну, короче, класс. Знаешь, мне кажется, у тебя не все дома. Да. Тебе давно пора показаться Да. психиатру. Да, возможно. Да. В скобочках только, ребята, в скобочках класс. Смотрите, что творится там. А чувак не видит, едет дальше. Искры начали идти. Надеюсь, вот этот джип за ним полетел. Потому что это американцы, не будут ехать, никто ничего не скажет. Надо догонять его и тормозить. Просто там прям искры идут. Выехал, еду, но на стрессе, потому что из-за того, что тарп плохо, колец не хватает, резинок не хватает, колец не хватает, я его плохо притянул, он трепается, я из-за него не вижу страпы. И с этой стороны то же самое, пару страпов всего лишь вижу, сложно мне вам снять, ребят, но поверьте на слово, пару страпов всего лишь вижу, из-за этого мне сложно наблюдать за грузом, не сместился ли он, шатается ли он, не шатается. Чаще приходится останавливаться, я немного проехал, только первый город, сейчас буду искать лазейку, остановлюсь и буду проверять все страпы. И так буду делать очень часто, потому что из-за того, что тарп трепается, ну все плохо видно. Приеду, буду просить нормальный тарп, да, чтобы добавили мне еще резинок. Если тарпа другого не будет, я никуда даже не поеду. Я не хочу вот так вот ездить на стрессе, вот так переживать за груз, ну короче, это не мое. Надо нормально, чтобы все было. Устал я конкретно, последние 3 груза прям меня вымотали. Еду вообще кое-как. Что ж, ночь прошла у нас хорошо, уже настает утро, как видим, сильный дождь пошел. Сейчас я обгоню этот трак, прижмусь вправо и буду сбрасывать скорость. Когда идет дождь, я всегда еду минимум по спид-лимиту, а если вижу, что это небезопасно, и ниже спид-лимита. Поэтому берегите себя, ребят, когда дождь, лучше притормаживайте, уходите в сторону и не летайте. Чудики, я не знаю, против солнца видно или нет, но он едет с поворотником в левой полосе, я ему моргал, заезжай, братан, сюда, не едет, всех задерживает.
такие ездуны часто встречаются. Когда я догоняю, чаще всего, что там сидят индусы, либо арабы. Но не всегда, конечно. Иногда старенький, там видно, что дальнобойщик едет и так далее. И приходится всем там вот так вот его объезжать. И он едет, чтобы вы понимали, уже миль 5 вот так. Я не знаю, что с ним. Такой вот дядя, глупенький. Кстати, да, ребята, копов всегда объезжайте по левой полосе, если они кого-то остановили. Не проезжайте прямо возле них, потому что выпишут вам штраф. Это будет криминальный штраф. И будет у вас там в документах написано нападение на сотрудника полиции. Так что имейте в виду, всегда объезжайте полицию. Смотрите, это кастомные траки, видите, какая будка огромная. Но это только начало. Если посмотреть вот сюда, вы посмотрите на этот автобус. Сейчас я подойду вам, подсниму его. Смотрите, он один стоит, и вот второй стоит. В любую погоду, днем, ночью и утром в моем домике будет спокойно, тепло и уютно. Просто кайф. Он у меня даже на круглике, не, вот максимальный круглик, он просто не влазит в кадр. Этот кадр не влазит в кадр. Ну, тут, как у всех Fifth Wheel, вот место, расстояние, вот эта рама насколько длиннее, это кастомная. Он может отсюда выйти, просто выйти из кабины. Я в шоке, ему даже двери не нужно открывать. Вот это кайф. Фары вон сверху стоят, которые светят сюда на груз. Не фары, а лампы, класс. Ну и эти хаммеры, ну не знаю, пацаны, мы ездили на таких, это такое консервное дело, не знаю, не только выглядят угрожающе, по факту это консервные банки. Но сам трак это пушка. Класс, просто класс. Какой красавчик. До второго подошел, два мужичка пошли погуляли и вернулись в траке, они два друга. Походу возят военным технику. Это просто кайф. Вообще я в шоке. Вот повезло им. Хорошие аппараты у них, конечно. Это впечатляет. Но нам пора ехать. Движемся дальше. Так вот, драйвены начали скидывать хорошенько скорость. Ветер большой такой, что даже пришло предупреждение на Garmin, пришло предупреждение на второй регистратор. Будьте внимательны, типа дорожные условия не ахти. Учти, по прогнозу тебя ждет одно. Штормовое предупреждение. С первым снегом меня. Сегодня у нас суббота, 9 ноября. Первый снег я увидел. Неужели? Ну как неужели? Если бы я дома был, было бы круто, конечно, но здесь не особо хочется. Гололеда, снега, прям опасненько. Не хотелось бы, но уже снег есть. Еду в сторону дома. В Техасе еще там я был Хьюстон. Там жара просто, я 29 градусов Хьюстон. Но там, блин, какая-то влага такая, мне очень не понравилась погода. Смотрите, ребята, тут такие уже сугробы лежат, что реально у людей намного больше снега насыпало, чем у нас. У нас вообще его еще нету. Неплохо, да? Снега лежит. Я ехал буквально часа, не знаю, сколько я дороги, 3-4 часа назад не было снега. Здесь снег, просто сугробы, сугробы. Здесь уже не раз чистили снег, видно. Все, ближе к дому еду, уже холоднее, холоднее, но у нас вроде бы нету снега в самом Спокене. Посмотрим, конечно, может я приеду, привезу им снега, будет снег. Но здесь лежит снег, и это прикольно. Выезжаешь ты, жара, потом холодно, снег. Резкие перепады, поэтому грузовики всегда ездят на все сезонки. Сегодня ночью я уже вебасту включал, потому что холодно было спать. Подъезжаем к городу Денвер. Тоже здесь все в снегу. Обалдеть. Ну, как всегда, будет обидно. Приеду домой, а там нету снега. На улице морозец. Видите, он
Даже на верхушке у меня еще висит все замерзшее. Быстренько пройду сейчас притрип и буду выдвигаться. На улице минус 2 градуса, стрёмновато, парковка у нас забита, никто никуда ехать не хочет. Ну а я потихонечку поеду. Найду какой-то грузовичок, припаркуюсь за ним и буду ехать за ним. Круто, я буду ехать с телефоном, офигеть. А через телефон туман-то не видно. Жесть, это прикольно. Ребятки, я такой старпер, я вам скажу. Я не знаю почему, но я обожаю раннее утро. Обожаю, когда солнышко встает. Вот с той стороны у нас восход. Красота просто. Я лечу, дорога пустая, ни одной фуры еще не встретил я. А, не, вру, 3 фуры навстречу проезжали. Но никого я и не обгонял, и не догонял. На обочине стоят, на рестерии стоят. Уже туман проехал, гололед проехал. Еду по тормозам, даю. А она такая, я проехала, машина меня легковая обогнала. Я смотрю, асфальт блестит, не понял. Я по тормозам дал немножко проверить, и оно реально АБС сработало. Но это в основном на мостах, на съездах, там где разъезды вот эти, там где под низом нету земли. Где лежит земля под низом, у нее есть какое-то теплоэнергосбережение, то оно отдает асфальту, и оно немножко подтаивает быстрее. Но я лечу круто, проезжал с левой стороны деревнюшка была, так на нее уже солнышко понемногу начинает подсвечивать, прикольно. Я даже свет могу выключить. Смотрите, какой кайф. Камера, может, этого не передаст, но не знаю. Я почему-то даже когда бегал, я всегда выбегал еще темно на улице и пробегал уже, когда расцветало. Мне нравится очень раннее утро, свежий воздух, просто кайфы. Летим дальше, уже в сторону Дона, ребята, едем. Уже скоро завершение видоса. Я чисто видео сделал первый мой трип. Тот, что на дальняк. Посмотрим, сколько я заработал. Ну, это уже интрига. Все узнаете в конце. Жди, ветер молчит. Не знаю, слышно ли это на камеру, но ужасный ветер. Просто ужасный. Очень сильно тянет в сторону. Впереди, конечно, красиво, и горы там, и все на свете. Но ехать очень страшно, прям сильно в сторону тянет. Я руль держу в левом положении, потому что охренеть, как же тянет. Руль вот в таком положении, а едем мы прямо, потому что ветер слева направо нас тащит. Сзади груз тоже очень сильно тянет, я переживаю. Капец, тут ветер поднялся. Я приеду седым, я отвечаю. Это работа для мазохистов. Ветер такой сильный, что все драйвены, видите, становятся на обочинах, на рестериях, на съездах, на аварийке стоят. Потому что ужасный ветер. Мы вырвались, даже у меня играет подходящая музычка. Движемся дальше в сторону Спокена. Я думаю, что это Серега едет. Да, Серго погнал. Красавчик. Я еду в ту сторону, он едет назад. Он взял алюминий, только выехал в рейс, в трип. Передо мной едет фура, от него клочки разлетаются. А я еду и думаю, что по всей дороге куски этого лежат, резины. Смотрите, какие ошметки отсюда летят. Вообще, пацан, ты что, тормози? Все, остановился, неужели? Как вам тачки, любители спорткаров? Я что-то не люблю такие тачки, как Ferrari, там, Lamborghini. Porsche еще, наверное, взял бы, а вот такие что-то сильно не люблю. Ну, прикольно выглядят. Заправился, едем дальше. Я уже остановился. Это Рестерия. Я первый раз стою на Рестерии. Такая у нас эрия для траков, место для траков.
видите, тут туалетики такие маленькие. Ой, вообще там биотуалеты стоят. Но бывают рестерии большие, прям здание стоит, заходите внутрь, покушать можно купить. Там вейдинговые автоматы стоят и так далее. Это чисто парковка для тракиста. Вот полоски такие, вы встаете. Тут не надо мучаться, если у вас, как у меня, трейлер с маленькими колесиками. Вы можете просто заехать, после того, как проснулись, сразу же уехать. И никаких проблем, не надо мучаться, парковаться. Трачок не глушу, пускай немножко остынет, потому что на подъем шел очень медленно, 35 майлов в час, турбина нагретая. Выпрыгнул, сразу прошел пост-трип, проверил, все на месте, все чики-пуки. Но у меня одна резинка вот тут порвалась, к сожалению. Вот здесь вот в конце, видите, такой карман висит. Я ехал, видел, как она шляпнула и улетела. Я натягивал там как мог, потому что колец нету, я с самого верха тянул, и она в натяжке хорошая была, ну и порвалась. Но так вроде бы все четко. Сейчас быстренько схожу в туалет, отдам долг природе, и можно уже падать спадки. Тут больше делать нечего. Можно тут сразу и бабки положить, снять и так далее. Но мы идем по ресит на кассу. Прикольный у них тут уголок. Мне нравится. Если я так еду, вроде бы ветра нету. А теперь я включаю омывайку. Вы смотрите, как она вылетает просто. Вылетает, ее просто сдувает. Ветер не прекращается. Но ничего, Сантьяго едет, осталось Крополи, мне вообще там 80 миль осталось. И я выдохну, хотя бы пару дней отдохну. Посчитаем, расскажем вам, но узнаете лучше в конце. Все будет в конце видоса. Походу впереди что-то трапилось. Да. Жалко. Ну хоть успел отцепить, что-то внутри вез. Загорелся чувачок. Вот два водителя стоит. Да, беда, бедулька. Ну а что? Бывает всякое. Как-то так. Теперь идем на спуск после длительного подъема. Теперь длительный спуск. Ну уже Айдахо у нас. Неужели мы почти уже дома? Всегда включаю аварийку, если еду где-то 45 майлов в час. Если уже больше, выключаю. Видите, только с тумана вышли, вон солнышко уже появляется. Тогда едешь в тучи, даже не зная, что на улице есть солнце. Очень высоко были. Все, двигаемся. Это мне в Гармине не нравится. Он сам мы едем, он сейчас оп, перезагрузился, мне надо нажать, да, принимаю, он сейчас сам это может пропустить, потом нажимаю размер своего трейлера, трака и так далее, и потом только снова к адресу. Это бред, и это мне не нравится, это так не выкидывает. Вот вы едете, вам срочно нужен съезд, еще что-то, и вы не можете сделать, потому что этот сам себя перезагрузил. Ну вот это, конечно, мне не нравится. Я уже на месте почти, мне осталось 2 мили проехать, я довольный, неужели кайф. Вот этого я больше всего не люблю, когда они говорят, да, остановись здесь, потом говорят, нет, тебе надо проехать, тихо, потом говорят, нет, тебе надо проехать вперед, потом развернуться, сдать назад, капец, и мне по вот таким ямам сейчас прыгать, если оно сейчас свалится, прикиньте, сколько, 3000 миль проехал, и ничего, или 3000, а тут сейчас уроню, это будет жопа. Ой, капздец, ладно, паркуемся уже. Дождик, как всегда, идет, я, как всегда, мокрый. Вот что я вам говорил за колеса. Видите, у нас выворот малейший, просто маленький выворот. Посмотрите, как колеса бедные выгибаются. Что ж, лед тронулся, он начал разгружать. Это не может не радовать. Дождик уже по боку, потому что дома. О, кстати, за вот эту штуку я и говорил, что я переживаю. Я их, наверное, погнул. Видите, вот эта длинная идет. С той стороны она не такая ровная, она вот тут прогнута, и та прогнутая. Потому что я с трапами втягивал, оно ж лежит еще на этих поддонах, и я должен их прижать. И теперь я переживаю, если оно вот эту верхнюю пластину прогнуло, не погнуло ли оно вот это изделие, которое внутри. А тут малюсенькие, тоненькие вот такие железячки. И если они погнулись, могут повесить на вас. Надеюсь, получится снять, чтобы он не видел, но он, короче, уронил только что вот этот поддон, и теперь его там разравнивает, вот немножко. Ну, не знаю, надеюсь, что чики-пуки все с ним. Аж не верится. Неужели я пустой? Сейчас он дает документы подписанные, и все, я могу выдвигаться. Фух, все, он делает опись, все еще раз проверяет, подписывает,
И я домой. На фирму вот здесь вот эта чупакабра Шучу. поставила свой трак, и я не могу, блин, заехать. Бросил вот так вот его посередине, нельзя было протянуть, чтобы второй стал. У меня, блин, жопа торчит, он немного на дорогу, и это очень-очень неправильно. Сейчас кто-то впаяется в меня. Блин, вот же баран. Но я уже на фирме, я уже доволен, как слон. Я зашел в Garmin, и здесь я просматриваю, сколько я проезжал, по какому штату. Вот, это я все просмотрел и все полностью записал вот сюда. Вот, указал, потом они считают все мили, смотрят по GPS, и потом это все идет мне в зарплату, потому что по гроссу я посчитал всего лишь 18 тысяч. И если взять по процентам, это слабее выходит, чем по милям. По милям на $300 я посчитал, выходит больше. По милям почти 5 тысяч там с копеюшечками, а по этим вышло 4700 или что-то такое. Плюс, точнее, минус налоги, итого я где-то 4,5 на руки должен получить. Сейчас мы узнаем окончание, уже сколько я точно получил. Вот, пишем мы TARP. Это partial. $40 за partial, потом рампы 2 раза я пользовался, это $70 вышли они. TARP 3 штуки $120 вышли, и общая сумма 240. Вот, как-то так. Все, я вроде все записал, и сейчас буду уже относить документы. С этой стороны чисто мы записываем, где мы заправляемся, лавс, насколько заправляемся, ну и так далее. Больше ничего. А здесь еще нужно где-то будет указать ремонт, но я документы внутрь положил, они, наверное, сами запишут, потому что ремонт не был с моей карты, оплатил ею Виталя. Как-то вот так. Это получается начальник этого шапа на работе. Все, я уставший, но сейчас мы узнаем конечный результат. Сколько же я заработал? Я устал, ребят. Очень устал, но хочется уже домой. Ну что ж, ребята, я надеюсь, вы дождались конца видео, и теперь мы подведем итоги, сколько же я заработал. Я в рейсе был примерно 21 день, и если по гроссу смотреть, у меня вышло $18100. Если мы возьмем $18100, умножим на мой процент, который я получаю от груза, это 26%, мы получаем 4700. Но если я считал по милям, то у меня выходит $4772. Итого, я еще могу приплюсовать то, что я использовал тарпы, рампы, за это отдельно доплачивается. У меня вышло там $230. Итого, сумма у меня 5000. И теперь от 5000 мне нужно минусануть 7%, примерно 7-7,5% это налог. Итого, вот я получил 4600 на руки, примерно. Теперь мы берем эту сумму и делим на 21 день. Итого, я получаю $221 в день. То есть, ну, так себе. Почему? Потому что 11 часов я нахожусь за рулем, а вообще рабочий день 14. Post-trip inspection, pre-trip inspection и так далее. Загрузки, разгрузки, проверка документов, отправка документов. Это 14 часов рабочий день у вас. И теперь мы берем это, тоже делим на 14. Итого мы получаем $15 в час. $15 в час. Это маловато. Для Америки это реально маловато, поэтому буду думать. Но пока вот такие результаты. Что будет дальше, узнаете дальше. Славно потрудились. Привет, я Грю! За работу! За работу! За работу! Топайте, топайте.